User SN, пропало вдохновение. Что делать? А зачем что-то нужно делать? Ну, придет. Даже самый длинный дождь проходит, говорят. А потом, ну, если есть музей рядом, сходите в музей и посмотрите работы тех, кого вы любите. Если нет, полистайте каталоги. Обычно оно тут же появляется. Ну, если вы, например, сыты, ну, к чему? Ну, через какое-то время все равно проголодаетесь. Оно придет, вдохновение, так же, как придет голод. Нуршат. У меня, как у художника, возник вопрос. Вы часто ездите за границу на пленэр. Не возникают ли вопросы к вашим картинам у пограничников в аэропорту при перевозке? Ни разу не возникало. И, ну, в цивилизованном мире работы дешевле 50 лет разрешены к перевозке, тем более мокрые и самим авторам. Никаких проблем. Ну, в эту самую, на полке, в ручную кладь. Я в последнее время вожу кассетник 40 на 50. Туда влезают с бортиками 30 на 40 примерно работы максимальные. Ну и меньше. Я большие не делаю в поездках. И кассетник забивается, они подсыхают же, когда работаешь. И все нормально. Рубан РНД рассказывает, что художники-передвижники в своем кругу развлекались, соревнуясь, кто больше градаций тона определит. Часто побеждал Куинджи. Может, подскажете, как это происходило и чем сравнивались результаты таких тестов? Где об этом можно почитать? Я первый раз об этом слышу, о соревновании. Ну, мне известна книжка Крымова о тоне. Это его была лекция перед студентами академии. Она у меня есть в читаемом формате, так что в Телеграме я могу скинуть, вы можете почитать. Кстати, записывайтесь, подписывайтесь на Телеграм-канал мой. Там мы выкладываем работы, и я, и вся наша группа. Идет общение, кто хочет показывать свои работы. Так что жизнь продолжается. Давайте я туда выложу. Что касается градации в тоне, да. Ну вот Бато вот сейчас на классе советовал смотреть через матовое стекло, например, чтобы тонкие градации различать, тональные. А почитать, ну а что читать? Просто делать надо. Берите, смотрите через это стекло. Может, действительно это поможет развить тональные связи. Бато говорил, что год, по-моему, студенты смотрели через матовое стекло, пока не возникнет вот это ощущение видения тонких, тончайших градаций тона. Ну и все. Ирина Солобай не поняла, как могу вам перевести деньги в вашу страну из Франции. Ну, покупаете продукты в моей школе, да, например, и там есть, значит, две возможности написано. Не для РФ оплата картами. Значит, платформа, на которой все эти уроки располагаются, позволяет делать платежи по-моему, они на казахскую карту делают. Есть второй путь, мне лично, на киргизскую карту. Просто напишите на WhatsApp, и мы это все дело сладим. Андрей Шкильный. Славик, творчество – это секс. Как у тебя встанет на камеру? А я люблю на камеру писать. Вот. Ну, как и вы, видимо. Если ты тотально в деле, ну, в данном случае в живописи или в сексе, например, все равно, кто тут рядом смотрит, не смотрит. Ты просто настолько в любви, что она переполняет и тебя, и холст, и всех, кто на этой же волне. Наверное, этот комментарий по поводу живописи Бато, когда он, камерой снимают, он пишет. Он говорил, что он нервничает, да, и это его заводит, чтобы... Он рассказывал, что в Китае там 40 человек смотрело на него, у него ничего не получалось. Это его заводит, все счищает еще раз. И потом вот через какое-то вот это счищание, на там 40-й раз, 40 же человек был, он делает там несколько мазков, и все сразу складывается. Ну, такой ход работы. Кто-то ненавидит
значит, творить на камеру, для кого-то нормально. Я так скажу, если во главе принципы, которыми ты пользуешься, когда пишешь, то ошибок быть не может. Ты, естественно, это вызов, ты пишешь новое, и просто счищаешь и все время ищешь. Но чтобы ты не нашел, наверное, такое может быть. Я много раз видел, как Бато тот же, да, на пленерах искал, и не знаю, время проходило, потом он просто сжег все мастихином, все счищал. Не вышло. И такие вещи происходят, когда неудачная точка, например, там, где ты стоишь, и не складывается, не находится композиционное решение. Что ж поделаешь. Значит, переместиться надо, искать другое композиционное решение. Поэтому-то и я предлагаю писать, когда пишете там на пленэре, да, несколько небольших, я не знаю, вот таких вот холстиков, и вы на нескольких, вы ищете это композиционное решение, вы все выкладываете, и, когда оно находится найденным, можно взять побольше и сделать уже на основе этого работу. Винс Наталья, а можете перевести название красок масляных для тех, кто живет в Германии? Очень трудно начинающим понять, что есть что. Но мне просто это не под силу задача. Я могу прислать вам, опять же, либо на WhatsApp напишите, либо в Телеграме краски, которыми я пользуюсь. Но то, что они будут по-другому называться в Германии, это точно. Поэтому не смогу вам здесь помочь, правда. Но название красок мастер-класс российских я с удовольствием вам пришлю. Архитект Егор, как вы пишете зимой на пленэре, какие у вас есть лайфхаки, чтобы не замерзнуть? Слышал, что некоторым художникам они используют даже стельки с подогревом на USB-зарядки. Вы знаете, я купил себе такие сапоги, ноги действительно важный самый момент, они нуждаются в зарядке. Поэтому для рыбаков, для всяческих, разные продаются, прям унты там кто-то покупает. Для рыбаков я купил не очень дорогие сапоги. У них такие, знаете, не стельки, а прям, я не знаю, сапог в сапоге. Он вынимается, и он такой блестящий с одной стороны, а с другой какая-то синтетика. И я не испытывал проблем. Я не писал, там минус 15 было, но так, что прям 20-25 я не писал. Но в любом случае, сапоги я не знаю, с подогревом, это уж прям интересно. Если кто-то использует, напишите. А таких для рыбаков хватает. И опять же, всякие одежды тоже для них же, для рыбаков. Или там, я не знаю, для альпинистов. У меня альпинистская такая куртка на пуху. Тут еще просьба про самые низкие температуры. Про полярников написано, что минус 45, кто-то там пишет, работа на морозе. Это экстремально, конечно, минус 45. Но в любом случае кисточка уже, вы не сможете ей работать, потому что масло превратится в камень. Да, как Бато говорит, камень. Берете мастихин, просто мастихином будете писать, мастерком каким-нибудь. Мне кажется, другого варианта просто нет никакого. Так, Елена, подскажите, до какого числа продлится выставка и адрес галереи? Это об Бато речь. Прилетаю так. Выставка продлится до 10 декабря. Сегодня 9. Так что завтра еще она будет работать. Вы можете на нее сходить. Галерея называется так. Галерея живописи 20 века. Малая Гребецкая улица. В интернете очень легко найти. От метро недалеко.
Не забудьте, пожалуйста, отметиться в журнале, лайки, подписки, комментируйте. Я предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Всегда писать по-новому». Ну, пока.